Друзья, всем привет! Сегодня мы вновь с вами говорим о HyperOS 3 Global и почему ее до сих пор нет на глобальном рынке. В то время, когда на китайском рынке уже вторая волна официально пошла, мы с вами на глобалке сидим, к сожалению, ни с чем. Сегодня я вам расскажу актуальные новости по этому вопросу, так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, ни для кого не секрет, что существует такая таблица рассылки обновлений. Вообще, мое мнение за последнее время в плане всех этих рассылок у компании Xiaomi очень пошатнулось, назовем это так, и если вообще в принципе так можно корректно выразиться. Почему пошатнулась? Потому что компания с года в год не может нормально наладить рассылку обновлений. То одно, то другое, то третье, то четвертое. То они переносят там что-то, то они там откладывают что-то, ну и тому подобное. То есть в чем проблема? Условно, вот у вас есть аппараты, опять же, вы можете давать это реально волнами. То есть если вы сейчас посмотрите на эту картинку, вы увидите, что у нас есть условная категория флагманов, там Xiaomi 15, там T Pro, T-шка обычная и прочее, Redmi Note 14, покафоны F7, там X7 и так далее. Вот почему бы так не рассылать именно партиями эти обновления, и тогда пользователи бы особо не агрились на то, как компания вообще в принципе выстраивает эту политику рассылок обновлений. Но нет же, это же очень тяжело об этом подумать, это очень тяжело вообще в принципе, знаете, реализовать. Вот давайте мы с вами выдадим пользователям, что мы в период с октября по ноябрь будем рассылать, а они там пускай сидят ждут. В то время, когда на китайской прошивке первая волна уже успешно завершилась рассылок стабильных прошивок, сегодня стартовала вторая волна, и, кстати говоря, разработчики очень в срок уложились по рассылке для китайского рынка. Ну, с одной стороны, это в принципе и неудивительно. И да, вы можете наблюдать, что помимо того, что у нас существует первая волна, есть еще и куча других смартфонов, для которых, ну, я что-то так думаю, эти все прошивки придут явно не в сроки. Но опять же, компания ничего не заявляет о том, что они не успевают. И вот, дабы пользователи не думали, что компания забила на всех, что компания не успевает, они нам выдали, по-моему, числа 26 или 25 октября вот такой пост, в котором они написали, что рассылка стабильной HyperOS 3 Global начинается с этого момента. И они в этом посте упомянули Xiaomi 15T, ну, соответственно, прошка и обычный смартфон. И многие люди зацепились за эту серию 15T и сидели, думали и рассказывали и писали, что вот 15T первым получит обновление, что на 15T там уже все надо бежать делать обзоры и тому подобное. Как бы то оно да, разработчики намекнули на эту серию, но важный момент был дальше упущен. Что разработчики прописали, что это устройство в первой волне на получение этой прошивки и в скором времени ожидайте это обновление. Но как бы парадоксально это все дело не звучало на сегодняшний день, обновление так и не пришло. Ни тестерам, ни, соответственно, для всех оставшихся пользователей. Почему я имею в виду под всеми оставшимися пользователями? Потому что изначально, понятное дело, прошивка должна прийти для Mi Pilot тестерам. Но опять же, на сегодня ничего в этом плане не произошло. Вообще, в принципе, мое мнение, опять же, в этом плане каково. Что многие люди посчитали эту информацию как за такой хайп, они в эту информацию вцепились и понесли все это дело в массы. Кто-то вообще даже писал, что прошивка вот должна выйти в понедельник, прошивка может выйти в воскресенье, ну и так далее. Опять же, этому всему никаких подтверждений не было. И то есть компания просто решила вкинуть нам такую информацию, что вот, мол, вы не переживайте, вы не расстраивайтесь, мы над прошивкой работаем. Но опять же, когда она придет, нам это, конечно же, никто не сказал. В любом случае, как вы понимаете, обновление рано или поздно нам с вами придет, либо вы являетесь тестером, либо вы являетесь обычным пользователем. Ну, обычным пользователем, как вы понимаете, оно чуть может подольше будет идти, а может там и на месяц-два оно задержится, но это уже совсем другая история. В любом случае, разработчики рано или поздно все это дело выпустят, и мы с вами будем ждать этот момент. Также напоминаю вам, что основные пути получения раньше всех прошивки — это первое — стать тестером Mi Pilot. Второй же путь, как вы можете получить быстрее обновления, это поиграться в настройках своего смартфона с регионами. Основные такие крутые регионы для быстрого получения прошивок — это Марокко, это Соединенные Штаты, это Англия, это Польша, это Индонезия, а также Таиланд. И резюмируя вообще в принципе этот видеоролик, хочу вам сказать следующее. Компания Xiaomi не изменяет своим традициям. Потому что ровно год назад в это же время я записывал примерно аналогичное видео, в
в котором рассказывал, почему нет обновления, почему разработчики какашки и почему в принципе они не могут все это дело нормально реализовать. Как мы видим, год прошел, а ничего не поменялось. Но если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.